Друзья, всем привет! Вы на канале Семья на хуторе. Сегодняшний выпуск будет, скажем так, не совсем обычным. Ну, он будет немного отличаться, да, от предыдущих, потому что в доме ремонт мы не делали. Вот эти последние, да, 2-3 дня были заняты другим делом. И помимо этого в нашей жизни случилось одно событие, такое важное, хорошее событие. Мы как бы об этом разговаривали давно, да, но не думали, что это так быстро, все это скоро так настанет. А как оказалось, наступило все это гораздо быстрее, чем мы думали. Мы думали, уже переедем, как бы, да, и будем решать эти вопросы, но оказалось все гораздо быстрее. И вот эти вот 2-3 дня последние мы были заняты этим вопросом. Ладно, не буду вас томить, сейчас я вам все покажу. Встречаем наш новый член семьи. Я надеюсь, он будет таким же верным другом, как и предыдущая машина Крестюхина. Она на той машине проездила, наверное, не знаю, ну больше 3 лет, да, чуть больше. Ни разу не подвела. Надеюсь, этот Тагер прослужит ей так же. Да, Крестюш? Машину Крестюха выбирала сама. Когда она ее видела, она ей понравилась. Это полноценный джип, рамный, полный привод. Как раз для наших дорог. Также, в общем, покупкой мы довольны. Поэтому я о чем и говорю, что вот эти вот 3 дня мы выставили свою машину Кию, да, потому что ездить на ней как бы уже было прям, ну, как серпом, знаете, по сердцу. Нельзя было. И мы ее выставили на продажу, как бы цену такую поставили тоже не дешевую, да, скажем так. Мы специально завысили да, цену, как бы немного цена была завышена, чтобы она медленнее, да, продавалась. Но машина была хорошая. А тут оказалось так, что приехали люди, все сразу увидели и купили у нас ее. И нам нужно было сразу же как-то, ну, искать вторую машину, чтобы Крестюха могла приезжать. И вот эти вот 3 дня мы этим и занимались. В общем, вот такой вот автомобиль теперь у Крестюхи. Вот счастливое лицо нашей моей супруги. Да. Кожаный салон, все дела. Кондиционер, самое главное, есть. Ну, естественно, неубиваемая подвеска, да. Вот такие вот огромные колеса. Вот они, наши изменения. Объем 2,3. О, тут пылесос я как раз приехал, мы сейчас его заберем. Так как сегодня я хочу пропылесосить швы и затереть их, сразу мы их заберем. Так что так, закрывай, Костюш. Вот такой вот автомобиль, вот такие вот изменения в нашей жизни произошли за эти 3 дня. Ну, покупкой мы довольны. Ты довольна, Крестюш? Да. Очень? Ну, Я сядь. просто уже, если честно, на Кии, мне жалко ее просто было. Мы так за ней следили, она такая хорошая, но она совершенно не предназначена для этих Ну, дорог. конечно, да. И я боялась, что просто мы ее сейчас сломаем, убьем, и потом не продадим ее по нормальной цене. Ну, в общем, и так все сложилось. Гладит. Тигр, это твой тигр тебе, Да. Костюк. Да? Таких уже даже не выпускают. Он 2010 года выпуска. Это последний год, когда его еще выпускали, насколько я знаю. Ну да. Но он очень... Вообще по отзывам, по параметрам нас все устраивает. Да. Здесь даже уже, так как объем не маленький, да, 2,3 литра, предыдущий владелец установил газовое оборудование. То есть, ну, заправка, конечно же, в разы дешевле обходится теперь. Так, на ключи, Крестюш, свои. Мы, кстати, смотрели такой же машину, только на автомате. Автоматическая коробка передач, но они идут 3. Да, 3,2. 3,2. Да, Ну это вообще монстр. это слишком. Даже с газовым оборудованием все равно его заправлять устанешь. Она высокая, конечно. Комфорта может быть немного меньше, но зато на ней комфортнее ездить по нашей дороге. Да, Гораздо. Она очень мягкая, она очень мягкая. Я имею в виду, если сравнивать с Kia, которая была Kia Ceed,
то на этом. Лучше научиться в неё залазить. По-человечески. Тебе надо здесь, наверное, будет Васильевичу сказать, чтобы он лесенку такую приварил. Он же у нас мастер. Издевайся, издевайся. Мастер на все руки. Лесенку приварит и все. Все, я уже почти научилась. Та-дам! Что, тебя прокатить? Да ладно, давай проедь, я хоть посмотрим, как ты на нем. А то сейчас скажут, такая большая, Крестюшка такая маленькая. Она на ней ездит не хуже, чем я, если может, честно. ты даже Может даже где-то и лучше, да. от скромности не умеешь. Колеса, конечно, серьезные. На них теперь могу я и на рыбалку ездить, и куда угодно. Все так получилось как-то быстро. Вот я не думал, что, честно, наша машина так быстро продастся. Мы думали, уже переедем, и тогда уже потихоньку начнем продавать ее и присматривать себе что-то. Ну, как оказалось, наша ушла быстро, ну и нам пришлось действовать тоже быстро, да, чтобы была вторая машина. Самое основное есть кондиционер, гидроусилитель, как бы, да. Ну и так вид у нее, в принципе, тоже неплохой. Давай. Все, поехала моя девочка. Для меня самое главное, честно сказать, чтобы ей нравилось, да, чтобы она была довольна. Ей нравится, поэтому я думаю, в принципе, все хорошо, значит. Боцман, пойдем домой, пошли. Пошли, мальчик мой, уже вон как подрос, малыш мой, да? Иди сюда, малыш. Красавчик ты наш, красавчик, красавчик, красавчик. Уже прям растет он, конечно. Да, Боцман? Ну, скажу честно, искать нам машину долго не пришлось. Я говорю, буквально вот мы за 2 дня продали, и потом 2 дня у нас заняли поиски автомобиля этого. Конечно, были и другие варианты, но мы ж как вообще, за что продали, зато купили. Поэтому, как обычно, как правило, всегда стоял цена вопроса. А здесь как бы так все получилось. Все получилось, все хватило. И как бы показатели автомобиля, я имею в виду история его, да, там 2 хозяина, не бито, не крашено. Вот самое главное, да, там безопасность вся целая, я имею в виду подушки безопасности. Работает вроде все ровно, там двигатель, поэтому мы сразу его и взяли. Мы как приехали, там буквально 2 часа ездили с Васильичем, 2 дня мы катались, смотрели. Ну и все-таки решили, в общем, его взяли, да и все. Так что так. Так, поехала наша девочка. Далеко ли поехала? Вот, так вот. Время-то у нас как бы особо немного. Уже обед, даже не обед, а уже 2 часа. Ну, для кого-то это еще может обед, да? Ну, для нас уже 2:30 дня. У нас тут мне сегодня на работу в ночь, поэтому во времени ограничены. Хотя бы успеть. Крестюхе еще надо в огороде там заняться тоже. Она хочет и помидоры подвязать. Там уже кусты у нас, но она покажет попозже. Кусты уже выше нее, выше Крестюшки. Поэтому у нас срочно, и прям ей надо подвязать. Я ее сейчас не пускаю, так как жара такая сильная на улице, поэтому... Летит моя девочка. Ну теперь все, и море по колено, скажем так. Все, довольная, счастливая. Довольная, счастливая, говорю, да, Крестюш? Да. Я говорю, самое главное, чтобы тебе нравилось, чтобы тебе было удобно. одна ездить, а вот когда с тобой как-то себя не очень уверенно. Да что? А когда надо, хорошо. Потому что я как инструктор себя, да, в автошколе да, веду. как будто экзамен сдаю. А когда вот одна или с детьми, вообще так хорошо. Арсений, кстати, говорит, что со мной больше нравится ездить, чем с Да, тобой. конечно. Не хочу. Да, Не конечно. хотелось бы хвастаться. Ну это я с Арсюшей беседу проведу тогда. Как так может быть? Все, в общем, показали мы нашу малышку, да? Как ты ее назовешь, Костя? Тигр? Тигр? Тигренок? Нет. Тигрище? Да. Ладненько.
В общем, новостью своей поделились с вами, Да. а теперь за работу. А мне колеса вообще просто эти, я не знаю. Конечно, они хорошие, там куда-то в грязь, там это, но по дороге, а зимой на них не вариант. Так как она будет как коровка на льду. Но это поменяем со временем. Купим, так как колеса не дешевые на них. Такие большие. Все, Крисюх, давай, пока такая жара, в огород не надо. Пойдем сейчас Там будет до вечера такая же. красить. Не, ну все равно потом поменьше будет она. Сейчас я вам кое-что сделаю. Можно багеты покрасить. Вот нельзя, боцман, Вот чего нельзя ты кусать. кусаешься? Смотри, какой хулиган. Бандит. Бандит, да. Сеточка наша, да? Красавица, да, красавица. Маленькая. Морда. Морда. Так, все, короче, за дело. Я пошел пылесосить. В доме хорошо, на контрасте с улицей, конечно, вообще. У нас настало самое нелюбимое мое время. Я бы сказала, вот я не И мое тоже нелюбимое. Мы просто не живем. 40 градусов в тени, дышали, вдыхаешь кипяток, выдыхаешь кипяток, без кондиционера не живешь. Выйдешь на улицу, моментально покрываешься испариной. Ужас. Что делать? Да, и ночью никакого спасения, если честно, нет. Ну да. Вот это вот именно то время, когда ночью абсолютно нет спасения, ночью духотища, не сквозняка, Только прохладный душ, ну и то ненадолго. Так Так, как кондиционер не включишь особо. Детям. дети, да, то что. А вот это вот контраст, он самый опасный, когда кондиционер тепло. Жарыст холод, такой, да. конечно. Перед поклейкой обоев у нас затирка швов и поклейка багета. Казалось бы, что там клей обои, но вот такой долгий путь. Нам, прежде чем начать клеить обои, уже сразу затрем, потому что клей капнет, потом это будет вообще не то. И поклеить сразу все обои. Так как уже, не обои, а багет. Так как обоями мы уже будем подходить к багету и подрезать их под багет. Чтобы в случае чего, почему так делается, не понравились нам обои, мы их благополучно содрали, багет остался на месте и поклеили новые. Вот таким вот. Можно было бы поклеить, потом наклеить сверху на багет, на обои этот багет, но тогда потом не получится просто сорвать обои и оставить багет. Поэтому сейчас пылесосим, затираем швы. Кухню я вроде так пропылесосил уже. Сейчас санузел и все. Сторонку. У нас сегодня времени немного совсем. Никита на работу сегодня в ночь. Плюс завтра у Анюты день рождения, воскресенье, 4-го. Нужно немного подготовиться. Шашлык замариновать. Мама торт сделает, спечет. Вот. В огород пришла, у меня тут одни расстройства, как всегда. Вот 2 дня меня нет, и все. Смотрите, жук на баклажанах. Сейчас будем его истреблять. Да. Ну, не одни расстройства, конечно. Вот у меня огурчики очень хорошо завязываются. Прям вот эти вот меня сорты вот радуют. Весь в завязях. Вот они маленькие. Маленькие такие плети, а уже все в завязи. Кабачки у меня тут поперерастали уже. Много я, видимо, насажала, а есть некому. Кур нет еще. Да, и у меня вот еще новость какая. Заметила. Один помидор поспел оранжевый. Это, кстати, сорт этот называется хурма. Вот этот оранжевый. А помидоры у меня, которые вот рано начали спеть, красненькие, которые мы уже едим понемногу, это все сорт называется Ляна. Это супер ранний сорт. Я не специально его купила, честно скажу. Пришла в пятерочку зимой, и то, что было, то и купила. Вот был сорт Ляна, и был еще гибрид, я взяла добрый. Вот он уже тоже краснеет, хотя он средне-поздний. Сажала, сеяла я их в один день. Да. 3 марта я сеяла помидоры, 8 кустов.
Почему я только эти 8 кустов посеяла? Потому что моя мама в этом году очень много разных сортов насеяла, такие именно только сортовые, без гибридов томаты. Вот они у меня все, тут разные-разные. В основном все по одному, по 2 куста максимум. Сорта разные. Ну, конечно, я им не могу обеспечить какой-то там супер уход. Поэтому, наверное, они у меня не такие, как должны быть. Я это понимаю. Тут есть и такие вот крупные очень, есть разноцветные. Желтый, красный, синий, черный. Вот еще интересная такая форма помидорчиков. Тоже они уже прям много на них завязи. Да. Есть карликовые помидоры. Много гномов. Есть у меня еще один ряд томатов. Это, значит, папин друг нам дал. Маме с папой некуда их было сажать. Они мне их все почти отдали. Не знаю, может быть, почти не все. Ну, в общем говоря, много мне дали. У меня целый ряд их. Вот они, это Дебарау. Вроде бы. Я даже, честно говоря, не знаю, как называются эти сорта. Есть и тоже и крупные, есть вот и сливочки вот такие. Тоже завязываются очень хорошо. Были они вообще очень маленькие, когда я их сажала. То есть сейчас подвязать надо, он прям вообще вымахал. Ого. Что-то я, наверное, водички немножко борщинул. Да, Кристина? Не знаю. Антрацит. Главное, чтобы она плитку нашу не почила. Я вот за что переживаю больше всего, если честно. Был у меня один опыт. Тоже была светлая плитка у товарища. И он затирал. Но затирка была графит. Такая, знаешь, как типа стержень от карандаша. И все, он затер, а потом вот это, где, куда он наносил на плитку, поставалось. Ну, я бы не сказала, что это сильно отличается от графита. Ну да. Ну, а вообще, по идее, ее надо сразу стирать же, ты же знаешь это. Смывать. Надо тряпку тебе взять, ведро. А все у нас на месте, ведра, тряпка. Тряпку, только половую новую, пожалуйста, не испорт мне, хорошо? Постараюсь, хорошо, конечно. Конечно, постараюсь, Костюш, но обещать ничего не могу. Так, ну вот, друзья, затирка наша готова. Сделал я ее немного пожиже, так как получилось ее много у нас. Она застывает быстро, поэтому чуть-чуть жиже делаем. И все. Немножко берем и поехали вот таким вот образом. Берем еще чуть-чуть. Так, вот так вот собираем сразу. Чтобы были красивые швы, я делаю просто вот так вот таким движением пальцем. Вот так провожу. Все, и шовчик получается аккуратненький, красивенький. Вот и все. Там кто-то зажигалкой, кто-то там еще чем-то. Ну, я всегда делаю вот так, таким движением. Просто пальцем проводим и все. И ничего лишнего. Прошел. Ну вот, аккуратненько все. Шовчики получаются красивые. Я не знаю, конечно, может есть другой способ, но для меня как бы это такой самый простой. Самый такой эффективный. И вид у него. Все, продолжаем. Друзья, только что позвонили мне замерщики. Сейчас нам приедут снимать размеры наших дверей межкомнатных. Это радует. Так что скоро уже у нас будут двери стоять. Как раз я так думаю, что к этому моменту мы все у нас подготовим. С этой затиркой мы закончим. И со всем остальным. Так, я вроде попробовал. Вроде отмывается эта затирка. Надеюсь, что все нормально будет.
Я тоже не знаю, зачем она нас не знала. Сколько получилось? 199, высота 86. 86? Да. Да. В общем, друзья, разводил я было чуть меньше ведерка этого, да? Чуть меньше половины, я имею в виду. И хватило вот у нас на пол кухни, грубо говоря, чуть меньше. Вот так все это выглядит. Переживал я, что она будет плохо оттираться. Ничего подобного. Вот сухой тряпочкой спокойненько все хорошо оттирается. Да. Завтра с утра приедем, что мы там, урожай соберем, да? В принципе, и все. Да. Только за урожаем и покормить наших питомцев. Так как завтра у нас тоже мероприятие намечается. День рождения нашей Анютки. 4 числа ей будет 2 годика. Завтра будем отмечать, да, Кристина? Праздновать. Ну, вот так. Так, в узком кругу семьи, скажем так. Я тут шары заказывала, конечно. Крестюха готовит завтрашнее мероприятие, шары. В общем, вот, выглядит она, вот я здесь кусочек протер. Получается, вот так вот оно будет все выглядеть. Швы темные будут у нас. Ну, по крайней мере, я так думаю, что они будут темные, не посветлеют. Так что вот так. В общем, все, друзья, можно спокойно выдохнуть. Главная задача нашей этой недели, задача решена. Автомобиль приобретен. И теперь спокойно можно погружаться, возобновить процесс нашего ремонта. Правильно, Крисюш? С головой окунуться, потому что уже остались эти все мелочевка, доделки эти. Хочется поскорее закончить и уже переехать, и спокойненько здесь жить, и продолжать все обустраивать. Так, боцман, бандит. Что, поехали? Пошли. Пошли, где твоя игрушка новая? Боцман. Что-то она его не очень интересует. Друзья, ну вот и подошел наш ролик к концу. Видео получилось не таким объемным. Не стали мы раздувать там из ничего, из пальца высасывать. Поэтому просто поделились нашей новостью, да? Как бы такой хорошей новостью. Вот, поэтому на сегодня все. Всем спасибо за поддержку. Увидимся в следующей серии. Всем пока.